Всем привет! Сегодня мы останавливаем вытягивание рассады томатов, и в этом видео я хочу показать, как мы это делаем. Способ неоднократно лично нами проверенный, хорошо работает и приводит к тому, что рассада томатов становится более зеленой, стебель более толстым, а корневая система становится более мощной. Давайте осмотрим растения и более подробно обо всем поговорим. Рассаду мы пока выращиваем в комнатных условиях, и естественно комнатные условия не совсем подходят для выращивания растений, особенно томатов, которые склонны к вытягиванию. Начиная с 20-го приблизительно дня после появления всходов на томатах на рассаде начинается усиленное нарастание зеленой массы, что естественно приводит к их интенсивному вытягиванию. Для того, чтобы остановить вытягивание, можно понизить температуру и добавить освещение, но в комнате это не всегда получается сделать. И к тому же, чтобы приостановить вытягивание, очень желательно бы горшки с рассадой расставить на некоторое расстояние, чтобы они не касались листьями. Уже увеличиваются растения, естественно, их надо расставлять, но возможности это сделать в комнате у нас нет. Поэтому неизбежно вытягивание. Что делать? Мы сейчас будем проводить полив регулятором роста, который и задержит вытягивание рассады томатов. Сейчас мы вынесем ее на улицу, потому что все действия будем проводить именно на открытом воздухе, либо на балконе. Но так как у нас балкона нет, то пойдем во двор. Будем проводить полив препаратом Атлет под корень. Я думаю, многим огородникам этот препарат известен. Многие его применяют. Напишите в комментарии, кто уже применял и как вам это помогло удержать вытягивание рассады. Мы много лет его многократно применяли, нам понравилось, поэтому именно при выращивании в квартире я не вижу других альтернатив. Есть другие способы, но они не такие эффективные, как именно Атлет. Давайте осмотрим рассаду, как она должна выглядеть на момент проведения обработки. Вот 3-4 настоящих листа. В более раннем развитии рассаду поливать Атлетом нельзя. Дожидаемся, пока вот так разовьется рассада. И видите, уже есть признаки вытягивания. Вот сейчас, если не воспрепятствуем, рассада интенсивно начнет вытягиваться. Тогда ничем ее не остановим. Будет просто как плети, как лоза такая. И, конечно, качества никакого не будет. Перед поливом Атлетом, а мы будем именно проводить полив, можно применять опрыскивание, можно поливать под корень, но в квартирных условиях все-таки мне кажется, что лучше применять полив. На 1 литр разводим 1 ампулу. Вот тут и написано фаза 3-4 настоящих листа. Обязательно читаем перед применением любого препарата инструкцию и строго ее придерживаемся. Так вот, друзья, кроме того, что в инструкции написано, я хочу сказать еще из нашего опыта. Перед поливом Атлетом поливаем почву, проводим сейчас вместе с вами полив. И после полива 3-4 дня не проводим поливы ни чистой водой, ни подкормками. Вот польем Атлетом и больше ничем 2-3, 4 дня не поливаем. Ну что, пойдемте в хорошо вентилируемое помещение. Я приготовил литр воды, препарат непосредственно сам. И сейчас все это сделаем вместе с вами на ваших глазах. Содержимое ампулы разводим на 1 литр воды. Тщательно размешиваем. И проводим полив под корень очень аккуратно, стараясь не попадать на листья, потому что препарат в случае попадания на листья может их обжечь. Если вдруг так случилось, что часть препарата попала на листья, очень желательно с леечки или с опрыскивателя смыть препарат с листьев. Поливаем по 30-40 мл под одно растение. Это очень хороший, действительно проверенный нами лично способ остановки вытягивания рассады. Есть другие способы, монофосфат калия, серия поливов, но те способы не так хорошо действуют. Если в квартире действительно нет возможности создать хорошие условия для
удержания вытягивания рассады, то атлет это то, что скорее всего вам идеально подойдет. После проведения такого полива оставляем на некоторое время рассаду на проветривании, либо на улице, либо на балконе с открытыми окнами. Мы раньше, когда поливали огромное количество рассады, выходили с рассадника, оставляя его на проветривании. Ну, раньше проводили все эти операции, понятное дело, выращивали растения в рассаднике, поэтому никаких проблем. В квартире немножко сложнее, но безвыходных ситуаций не бывает. Вот, собственно, что хотел рассказать в этом видео. Всем желаю хороших растений, крепкого здоровья и мирного неба над головой. До свидания, до новых встреч.